Привет. Так, ребят, я тут по-быстрому пробрался на базу Wylsacom, и поэтому у нас очень мало времени. Сегодня у нас на обзоре далеко не новинка среди ТВС-ушей, но это довольно известные наушники, поэтому упомянуть о них мы были просто обязаны. Это One More Stylish. Наушники с поддержкой кодека aptX, которые стоят в районе $60. Стоит ли их покупать или нет, мы сейчас с вами кратко, быстро и емко выясним. Так что присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. One More Stylish поставляется в белой коробке с плотного картона, и упаковка прям очень приятная, такие подарить кому-то не стыдно. Спереди изображены сами наушники, снизу указан месяц производства, мои от июня 2019 года, сзади технические характеристики. Внутри нас ждет кейс, наушники и еще две коробочки. В одной находится чехол, провод для зарядки micro-USB и два пакетика, один со сменными амбушюрами, другой с манжетами. Они сделаны из достаточно эластичного материала, но амбушюры достаточно маленькие. Если у вас широкий ушной канал, могут не подойти. За комплектацию однозначно респект, одна из самых жирных комплектаций, которую я видел. Кейс сделан из матового пластика черного цвета, причем очень странно кейс царапается буквально от воздуха. Через день использования у меня кейс от One More стал выглядеть как кейс от Redmi AirDots спустя 2 месяца. Крышка открывается с помощью кнопки, и она немного люфтит. На ней изображен логотип One More, сзади порт для зарядки и спереди еще есть индикатор заряда. Он горит только во время зарядки и остаток заряда не показывает. Кейс довольно крупный, больше чем у Galaxy Buds, Wayfan и Redmi AirDots, но в маленький кармашек на джинсах все равно залезает. Наушники тоже сделаны из матового пластика черного цвета, но в отличие от кейса они не царапаются. Спереди изображен логотип компании, под логотипом окошко индикатора, совмещенное с микрофоном. Во время работы индикатор моргает синим цветом с периодичностью раз в 5 секунд. С обратной стороны только контакты для зарядки и на манжетах обозначение левого и правого наушника. Наушники довольно крупные и немного выпирают из ушей, но за счет силиконовых манжет сидят довольно удобно, хотя мне и потребовалось определенное время, чтобы подобрать под себя нужный размер манжет и амбушюр. Каждый наушник весит по 6,2 грамма, кейс весит 44 грамма. В One More не заявлена никакая влагозащита, что странно, так как на рекламных фотографиях изображены люди, занимающиеся спортом, но скорее всего они просто не получили сертификат IP, потому что сборка у наушников качественная. Но в любом случае под дождем надо ходить осторожно. В каждом наушнике установлен аккумулятор на 55 мАч, в кейсе еще на 410 мАч. Полная зарядка и наушников, и кейса происходит за 1 час 20 минут. Производитель заявляет, что время автономной работы наушников 6,5 часов на громкости 50%. И это более чем похоже на правду. У меня на максимальной громкости стайлиши проработали более 5,5 часов. Точную цифру вы видите на экране. Это очень крутой результат. В моем рейтинге автономности One More, наверное, месте на 2-м или 3-м. Первое место, я помню, занимает Pamu Slide с временем 8 часов. Также тут есть еще фишка, если полностью разряженные наушники положить в кейс на 15 минут, они зарядятся на 3 часа. Управление происходит с помощью механической кнопки на верхней части наушника. Кнопка достаточно тугая, но так как нажать на нее можно только придерживая корпус наушника, в уши не отдает. Функционал стандартный для дешевых наушников, но бедный для наушников такой стоимости. Есть только плей-пауза и переключение трека назад-вперед на двойное или тройное нажатие. Управления громкости нет. Микрофоны. Проверяем работу микрофона One More Stylish в тихом пространстве, незаведенная машина. Микрофоны здесь достаточно чувствительные, речь слышно нормально. Единственное, что я заметил, они как будто отсекают нижние частоты. То есть даже мой не самый басовитый голос звучит еще более звонко, чем в обычной жизни. Ну, это такая, скорее, придирка. В тихом пространстве они справляются, более-менее хорошо. Проверяем работу микрофона One More в машине. Кондиционер включен на 3 деления 4, музыка на фоне на 9. Появляется достаточно сильный эффект громкой связи, музыку становится слышно очень хорошо. Такая средняя температура по больнице, как у всех. Не супер плохо и не отлично, средняя. Проверяем работу микрофона One More на улице, ветра практически нет, мимо едут машины. Эффект громкой связи такой же, достаточно сильный. Вот сейчас, наверное, очень хорошо слышный ветер. Но вообще микрофоны здесь чувствительные, но на улице это им не на руку. Средненько. Производитель заявлял систему шумоподавления DSP, но оно тут мало заметно. Микрофоны прям хорошо звучат только в помещении. В машине на улице уже очень слышно окружающее.
В OneMo установлен 7-мм титановый динамический драйвер и чип Qualcomm с поддержкой aptX. Звук прямо из коробки мне не совсем понравился, но ситуация исправилась через пару дней. Возможно, за это время они прогрелись. Что мне понравилось? Чистый, объемный звук, детализированная середина, хорошие верха. В целом, достаточно прям правильное и качественное звучание. Что не так лично для меня? Да в целом они звучат круто, для такой цены мне только не хватило насыщенности и глубины баса. По звучанию они мне напомнили Mifo 5 Pro, звучат очень похоже. Но до Pamus Lite все равно не дотягивают. И кстати, я начал делать таблицу со своим личным рейтингом наушников, скоро она будет готова. И в моем рейтинге OneMo будут все же чуть ниже Pamu и Fanclov как раз из-за баса, и примерно на одном уровне с Mifo 5 Pro. Ну и конечно, в OneMo звучат приятнее Havit G1 Pro и Wayfanов. В YouTube задержка минимальная, фактически стремится к нулю. В играх она также малозаметная. По поводу прерываний. У меня они были только один раз в метро. На улице, в торговых центрах уши не отваливались. Но еще раз, все зависит от вашего телефона и локации. В отдельных случаях наушники могут себя вести иначе, чем у меня. Зато наушники можно назвать прям дальнобойными. Это единственные уши, которые вообще не отваливаются, когда дома я ухожу за третью стену. Причем это в связке не с Galaxy S10, а вообще с 4-м айфоном. Итого за $60 мы получаем действительно хороший звук, мощную такую автономность, нормальные микрофоны и кейс, царапающийся буквально от воздуха. Стоит ли их покупать? Ну, наушники действительно хорошие, но вы все знаете моего фаворита. При такой же стоимости пока никто еще не сделал наушники, которые звучат лучше, чем Pamus Lite. Но на Tmall сейчас проходит акция, и вот эти наушники можно там купить за 3 500. Но правда, это действует только для Москвы и Санкт-Петербурга. Ссылки я оставлю в описании. Если выпуск был полезен, поставь лайк и подпишись на канал, и пиши в комментарии, как тебе OneMo Stylish. На сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока. Все, ухожу, мне пора уже. Да.